Я просто скажу, что это абсурд. Честно, я так заманался в этом Китае. Ну пошло, поехало. Всем привет, меня зовут Игорь. И осталось буквально несколько часов до моего отправления в мое огромное путешествие на Филиппины. Оно будет довольно-таки долгим. Я из Санкт-Петербурга, но из него довольно-таки дорого лететь, поэтому я решил поехать сначала в Москву, а из Москвы у меня будет самолет в Китай, в Шанхай. Из Шанхая уже на Филиппины. Будет такой очень длинный маршрут. Для меня он особенно длинный, потому что максимум, где я был, это во Франции. Еще в доковидные времена, когда это было все очень легко попасть туда. А сейчас это будет мое первое самостоятельное путешествие в такую очень далекую страну. Я надеюсь, вам будет интересно смотреть мои приключения. Осталось буквально, наверное, часов 5, и я поеду на Московский вокзал. У меня уже практически все собрано. Так что теперь я делаю последние приготовления, и скоро будем отправляться. В такси. Прямо по направлению. Все, около поезда. Вот он. Сейчас будем искать мой вагон и мое место. Ну что ж, теперь я в Москве, на Ленинградском вокзале. Мое приключение продолжается. Сейчас я нахожусь около Белорусского вокзала, и отсюда отправляется Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево. Я сегодня в ударе, мне так прям хорошо получается проходить. Я в шоке. Надеюсь, в Шанхаях будет то же самое. Ну что, ребятки, он прибыл. Вот он, красавчик. Двухэтажный даже. Мы на нем сейчас поедем в аэропортик. Терминал. Да. У меня терминал С. Где это, я не знаю. Ну что ж, я уже стою на регистрацию. Как можно видеть. Очень много. Что ж, мой первый такой этап, вот прям конкретный этого всего начинается. Что сказать, я зачекинился. Все. Ну, не все, конечно, но это важный первый шаг сделан. И аэропорт Шереметьево, терминал С. Такой вот. Ну что, ребятки, в каком я месте? А я в Duty Free. А что это значит? А это значит, что я все прошел.
Блин, я не верю. Это трудно поверить, что это так происходит. Но это произойдет. Вот сейчас объявляют мой рейс на посадку. Невероятное ощущение. Ну что ж, это настало. Вот. Садимся в самолетик. Прошло уже много минут, и я тут устроился. Что я делаю? Я смотрю фильмик. Итак, они раздали еду. Сейчас будем дегустировать, что это такое. Итак, что у нас есть? У нас есть вот это основное блюдо. Это лапша, горох, морковь, ура. Есть не основное блюдо, закуска. Это ветчина, морковь, помидор. Еще есть оливки и нечто похожее на грушу. Российский сок. Российская конфета. Российский майонезный соус. Короче, еще я взял швепс, ну просто потому что я хотел что-то газированное. Давайте пробовать. Оценивать, я просто скажу, что это абсурд, потому что сейчас по факту завтрак, вот. Но иногда я в это время, которое у нас там в нормальном месте, я ем ужин, поэтому я не представляю, что мой сейчас организм вообще испытывает в этом плане, насколько мне удастся его обмануть. Вот так сейчас будем завтракать. Тут вот eggs бекон и все остальное. И все. Приятного мне аппетита. Сейчас испытываю очень странную вещь. Пишет, что в Москве сейчас 3 часа ночи. Ну да, сейчас в Москве 3 часа ночи. И я начинаю чувствовать вот эту усталость ночную, что я хочу спать. Но я понимаю, что за окном светит даже палец солнца. Утро. И психологически я не хочу как бы спать. Я думаю, сейчас у меня начнется внутри борьба.
что ж, ребята, мы сделали эту мою в Китае. Впервые в жизни. Сейчас будем смотреть, куда идти. Я уже практически на выходе из аэропорта. Оформил какую-то полувизу для прохода в город на один день. Так что будем исследовать Шанхай. Купил карточку на поезд, на метро. Сейчас пытаемся найти его. Нашли Маглев. Это самый скоростной поезд в мире. Сейчас будем смотреть, как он ездит. Что это вообще такое? Я еду на самом быстром поезде в мире. Капец, духота. Это вот просто парилка, которую вы никогда в России не видели, даже близко. Вообще нигде, даже в Сочи. Это просто лютая парилка. Ну вот мы и в центре. Самый настоящий Шанхай, прикиньте. Это башня. Вот это город. Вау. Давайте по очереди. Вот, собственно, еще центр Шанхая. Вот телебашня огромная. Это такой смотровой круг, где много разных вещей. Вот так вот. Такой вот Шанхай. Идем в старый город. Точнее, пока идем по метро. По направлению к старому городу. И здесь жуткая духота. Ну, я уже это говорил. В целом пока прикольно. Продолжаем похождение по Шанхаю. Локация. Такие вот домики. Не знаю, старые, не старые, но выглядят довольно неплохо. Тут есть туалет. Это мы на набережной. Почему я говорю мы? Потому что я ищу с другими людьми. Вот она. Классическая набережная. Вот я уже несколько часов хожу по Шанхаю, и на меня навевает на всякие мысли. В принципе, Китай отличается от того, как его обычно представляете, он довольно развитый. Ну, по крайней мере, в Шанхае. Тут прям все на уровне Москвы, даже выше, я бы сказал.
во-вторых, здесь все какое-то, ну я бы, ну да, другое, но все же, я бы не сказал, что это у меня прям какой-то культурный шок. По крайней мере, пока из того, что я видел. Да, все, другие здания, другие все эти вещи, но в целом все вроде как обычно. Язык, правда, непонятный. Я знаю только одно слово. А сейчас я выхожу на пешеходную улицу. Честно говоря, я просто ощущаю, насколько тут давящая именно духота. Жары тут вообще нет. Жары тут нет от слова совсем. Тут именно что духота. Просто разъедающая. Сейчас будем смотреть, что на этой улице. Тут вроде много всего интересного. Да, я теперь возвращаюсь в аэропорт и решил вообще ничего не делать. Куда не заходить. Зашел только в какой-то а-ля галереи Лафайет местный. Сейчас я еду на метро опять в аэропорт. Ну, потому что, во-первых, половину времени и так уже прошла, так что там не так много осталось сидеть. Ну и в целом, окей, ладно, погулял. Я снова в аэропорту. И теперь я не знаю, чего я жду. Наверное, просто хочу прийти в себя, потому что, честно, я так заманался в этом Китае. Это настолько странно. Типа, совершенно другой климат, совершенно другое все. Китай явно не страна для первого исследования, тяжелая какая-то страна. Но я хотя бы это понял просто на транзите. Так что, если бы у меня была бы мысль поехать в Китай просто так с туристической целью, я бы не поехал. Потому что нужно готовиться. Очевидно. Потому что сейчас я очень устал. У меня джет-лаг. Я пытаюсь игнорировать свои биоритмы упорно. Потому что я вообще не знаю, что потом из этого выйдет. Я думаю, я, конечно, привыкну, но сейчас явно будет проблематично. Так что какие мои планы? Я сейчас просто... Я не ел, не пил. Нет, я пил, я выпил бутылку. Но сейчас чувствую прям жажду. Поэтому что я сделал? Я, наверное, еще пару минут здесь побуду. Потом пойду искать какой-нибудь супермаркет, чтобы купить там воду и, может, прикусить что-нибудь. Потом нужно будет хотя бы один раз нормально поесть. И пойти уже там все вот это вот в транзитную зону. Я думаю, мне вообще не помешает даже за несколько часов. Так что вот так вот. Вот так вот. Я уже заранее пришел к выходу, а его изменили. Теперь это не 26, а 213. So I'm heading to this new gate. Можно пока посмотреть, что вообще представляет из себя duty-free этого аэропорта. Он, можно сказать, так вытянут просто в одну линию. В одну линию стоит магазин, на другую выхода. Вот так. Все это выглядит приблизительно. Да, уже совсем скоро. Совсем скоро. Ну пошло, поехало. Я уже в автобусе в другой самолет. Самолет до Манилы. Я сажусь в самолет. Жесть. До Манилы. Это реально жесть. У меня опять начался мандраж. Я думаю, просто сяду в кресло и
буду вообще ничего делать все эти 4 часа. Ну ладно, потом запишу. Что, время второго самолета. Летим в Манилу.先生们，我们已经抵达马尼拉，请保持安全带系好，直到安全带指示灯熄灭。在机前，请您再次检查座椅周围，确认携带好手机、耳机等小型电子设备，以及护照、证件等随身物品。感谢您搭乘天河联盟成员中国东方航空班机，下次旅途再会。Ladies and gentlemen, welcome to Manila. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Before leaving the aircraft, please remember to take all your belongings with you, especially small items and travel documents. Thank you for flying with China Eastern Airlines, a member of SkyTeam Alliance. See you next time. Причапали на Филиппины, ребятки. Вот такая ночь. Вообще не знаю, что думать. Сейчас будем паспорт давать и багаж забирать. Честно, я очень сонный, я заснул, по-моему, в самолете на несколько минут. Ну вот так.